Приветствую вас на канале Книги, Истории, Факты. В этом видео я хочу рассказать 15 тайн мира, которые не оставят вас равнодушными. Из этого видео вы узнаете следующее. Как целое графство в Англии за одну ночь оказалось покрыто так называемыми следами дьявола, и почему объяснения этому нет до сих пор. Какова ужасающая история куклы Роберта, который даже сидя внутри стеклянного ящика в музее, продолжает причинять страх и дискомфорт сотрудникам и посетителям. Что рассказывают жители деревни Плакли, получившей титул самой посещаемой деревни с призраками, согласно книге рекордов Гиннесса, о своих потусторонних соседях. Какие секреты скрывает гора суеверий, название одного края которой в переводе с языка апачи означает «гора», которую не следует тревожить. Что скрывает ведьмин лес под Брянском с уродливыми деревьями и гнетущей тишиной, в котором птицы не поют, машины глохнут, а телефоны отключаются, и даже звери избегают это место. Прошу вас подписаться, а также нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. А если это видео вам понравится, прошу поставить лайк. Обращаю ваше внимание, что, как и всегда, в конце видео вас ждет очень интересный бонусный факт для всех досмотревших этот ролик до конца, который вам наверняка неизвестен. И помните, на канале Книги, Истории, Факты вы найдете самые интересные и правдивые факты на совершенно разные темы. Кроме того, несколько самых интересных, популярных, полезных и остроумных комментариев по теме этого видео мы обязательно разместим в заключении следующего ролика с указанием авторов комментариев. А в заключении этого видео мы разместим такие комментарии, которые зрители оставляли к предыдущему нашему ролику. В этом видео мы продолжаем рассказывать вам о тайнах мира, и в этот раз коснемся тайн мира, которые не оставят вас равнодушными. 1. Как целое графство в Англии за одну ночь оказалось покрыто так называемыми следами дьявола, и почему объяснения этому нет до сих пор. Происшествие очень похоже на чью-то шутку, но местным жителям было совершенно не до смеха. Сообщающие об инциденте газеты писали, что истерия, связанная с появлением дьявола в Англии, затронула самые разные слои населения, а сама возможность появления сатаны среди людей обсуждалась на уровне ученых. Что именно произошло? В ночь на 8 февраля 1855 года по всему графству Девон, что на юго-западе Англии, начался сильный снегопад. Наутро жители около 30 местных городков обнаружили на снегу странные копытоподобные отметины. Следы составляли непрерывную линию, которая протянулась почти на 160 километров по всему графству. Каждый отпечаток был более 10 сантиметров в длину и около 7,5 сантиметров в ширину, а расстояние между шагами варьировалось от 20,3 см до 40,6 см. Считалось, что отпечатки оставило именно двуногое, а не четвероногое существо, но при этом следы тянулись один за другим. Отметин, расположенных парно примерно на одной линии, не нашли, что говорит о том, что их хозяин не останавливался. Самое удивительное, что отпечатки находили повсюду, в том числе на крышах и стенах. Также были предположения, что существо ходило по воде. Следы обнаружили на двух берегах реки Экси, словно их хозяин подошел к ней, прошел по воде и продолжил движение на том конце. В конце своего пути следы таинственным образом обрывались, никаких других отпечатков рядом обнаружено не было. Виновником всего тут же был назван сам дьявол, или, по крайней мере, один из его прихвостней. Событие вызвало чуть ли не панику в городе. Местные взялись за вилы, обежали с факелами округу, но так никого и не нашли. Кто оставил следы? Естественно, нашлись и те, кто не поверил в дьявола, который прошелся по Девону. За многие годы было выдвинуто немало версий произошедшего, причем некоторые были настолько нелепы, что многие готовы были взамен поверить в нечистую силу. Наиболее вероятным сегодня звучит объяснение, что никаких следов не было вовсе, либо их масштабы сильно раздули в ходе истерии. Вряд ли кто-то смог бы пройти расстояние в 160 километров, чтобы убедиться,
что путь следов действительно не прерывался. И, конечно, изображения отпечатков, которые потом попали в прессу, были не фотографиями, а рисунками, так сказать, с натуры. Да и сами свидетельства сохранились лишь в письмах, которые горожане писали друг другу и в газеты. Другие версии того, кто мог оставить следы, лошади или пони, если часть истории про следы на стенах и крышах преувеличена. Мыши, крысы или барсуки, если преувеличены размеры и форма следов. Крепление воздушного шара. Один из современников инцидента рассказывал, что в ночь происшествия с военной базы, расположенной неподалеку, улетел экспериментальный воздушный шар, и что следы оставили, так сказать, кандалы на концах двух веревок, которыми он был закреплен. Одноног, мифическое животное, описанное еще викингами, оно имело лишь одну ногу, но передвигалось при этом стремительнее всех прочих двуногих и четвероногих созданий. Кенгуру звучит странно, но по свидетельствам тех дней из питомника в одном из городов графства, действительно сбежал кенгуру. Джек-прыгун – персонаж викторианского фольклора, напоминающий человека, но имеющий дьявольское лицо с заостренными ушами, а также огромные когти на руках. Согласно легендам, он мог без труда подпрыгивать на огромные расстояния. 2. Джим Салливан – пропавший культовый музыкант, которого могли похитить инопланетяне. В истории музыки достаточно случаев таинственных смертей или исчезновений, но американец Джим Салливан – отдельный случай, его пропажа до сих пор не раскрыта, несмотря на несколько попыток его обнаружить. Музыкант родился 13 августа 1940 года в калифорнийском Сан-Диего. Позднее родители переехали вместе с ним в Небраску, где он и увлекся музыкой. В 1968 он вернулся в Калифорнию со своей женой и сыном. В этом штате он активно играл по клубам, где познакомился с голливудскими актерами, а чуть позже и сам снялся в эпизодической роли в легендарном фильме «Беспечный ездок». Его друзья финансово помогли записать дебютную пластинку, в записи которой приняли участие лучшие сессионщики того времени, участники знаменитой The Wrecking Crew. Capitol Records, где работала его жена, отказался издавать альбом, но он все же был выпущен в 1969 на лейбле Money, специально созданном актером Эллом Добсом. Диск получил название UFO, тексты песен были на соответствующие, паранормальную и инопланетную тематики, которыми очень интересовался Джим Салливан. Хотя пластинка не была успешной, в 1970-м ее переиздал лейбл Century City Records, правда переименовав Джим Салливан. В 1972-м Салливан записал песню «I Do What I Please» для фильма «Evil Knievel», однако, несмотря на популярность ленты сингл, хитом не стал. Также в 1972-м Салливан выпускает свой второй альбом, одноименный «Джим Салливан», вышедший на лейбле Playboy Records, но и он не становится успешным. Такие неудачи в карьере к 1975 году расстроили семейную жизнь музыканта, он начал пить, но решил перезапустить карьеру в Нашвилле, где музыкой занималась жена его брата Кэти Доран, с которой он играл еще в Небраске. 4 марта на своем Volkswagen Жуке Салливан отправляется в свое финальное путешествие из Лос-Анджелеса в Нашвилл. На следующий день его заметили в мотеле в Нью-Мексико, но там он не заночевал, а купил бутылку водки в местном магазине. Последние свидетельские показания указывали на ранчо, где позднее нашли его машину со всеми деньгами, документами, гитарой и даже коробкой нераспроданных пластинок. Несмотря на все усилия, он так и не был найден, хотя позже обнаружили похожее на него тело. После экспертизы выяснилось, что оно не принадлежало музыканту. Называется множество причин его исчезновения, от убийства до похищения инопланетянами, не зря же его дебют носил название UFO «But the Truth is Out There». За прошедшие годы альбомы Салливана стали культовыми, а в 2011 году дебютная пластинка была переиздана американским лейблом Light in the Attic Records. Его основатель, однофамилец музыканта, Мэтт Салливан даже предпринял свое собственное расследование, но так и не приблизился к ответу на вопрос, как же пропал исполнитель,
который до сих пор числится пропавшим без вести. 3. Смертельная аномалия проклятого озера Сидни-Ланье. Истории, связанные с водоемами, чаще всего оказываются наиболее таинственными и мистическими, поскольку вода – это та зона, которая менее всего изучена людьми. Как известно, мы владеем лишь от 2 до 7% знаний о Мировом океане. В американском штате Джорджия раскинулось озеро под названием Сидни-Ланье. Поистине популярным его сделало отнюдь не широкое побережье и чистая теплая вода, а ореол таинственности и страха, коим оно было окружено с самого своего создания. История возникновения Сидни-Ланье уходит в середину 20 века. В 50-х годах оно было искусственно создано посредством затопления на месте одного населенного пункта. Согласно мнению многих историков, под водой могли остаться безымянные могилы, которые не смогли идентифицировать и транспортировать в другое место. Для чего же нужно было затоплять селение с плодородной почвой и богатой растительностью? Все дело в том, что власти США решили создать водоем, чтобы снабдить город Атланта и его округ электричеством и водой. Для этой цели они выделили средства, которые должны были покрыть лишения местных жителей. Но далеко не все люди были готовы бросить свои земли, находившиеся во владении их семей многие десятилетия, и сменить место жительства. Тем более, фермерские земли было сложно оценить в денежном эквиваленте. Но тем не менее, более 700 семей все-таки продали свои участки государству, о чем очень скоро пожалели, поскольку выплаченных денег оказалось недостаточно, чтобы начать жизнь на новом месте. А на реке Читахучи была построена дамба. Долгое время велись споры по поводу названия озера. Его хотели назвать именем одного из известных политиков штата. Потом, передумав, решили дать имя звезды футбола. В конце концов, озеро было названо в честь поэта, написавшего произведение о реке Читахучи. За последние 25 лет по непонятным причинам в этом районе погибло порядка 200 человек. Говорят, что для наполнения земли водой инженеры перенесли и уничтожили все, что могло им помешать. Деревья, различные конструкции, сооружения и даже могилы. Они постарались найти все непомеченные захоронения, чтобы перевести их в другое место, но никто не знает, удалось ли им это в полном размере. Есть версии, что именно те люди, чьи могилы остались под водой, забирают к себе живых. Однако под водой могли остаться не только могилы. По рассказам некоторых туристов, им не раз приходилось слышать странные звуки, чем-то напоминающие звон колоколов в церкви. Но эти звуки раздавались из озера. Даже если предположить, что сооружение осталось под водой, то как тогда может звенеть колокол? Еще одним странным вопросом задавался дайвер по имени Бак. Мужчина утверждал, что когда находился один в воде, он четко ощущал прикосновение чьих-то частей тела. И эти прикосновения напоминали ему мертвеца. Конечно, мало кто поверил в эту историю, но некоторые серьезно задумались. Но это еще не самая загадочная история, которая гуляет среди туристов. Говорят, что в конце 50-х годов с моста в озеро съехала машина, в которой находились две молодые женщины. Никаких предпосылок к такому повороту событий не было, и аварию списали на несчастный случай, однако через несколько месяцев появилась легенда о красивой женщине в голубом платье, чьи длинные волосы развиваются на ветру, а бледные ноги ступают прямо по воде. Увидеть это зрелище значит накликать на себя большую беду и повторить судьбу этой женщины. Пугают не только страшные истории, связанные с озером, но еще тот факт, что уровень воды с каждым годом становится все меньше. В некоторых местах он упал настолько, что можно было увидеть затонувшие дороги и некоторые сооружения. Тем не менее, сколько бы леденящих душу легенд не было вокруг этого озера, его популярность не страдает. Только за 2019 год его посетило больше 10 миллионов человек. 4. Кукла Роберт. Ужасающая история игрушки. История куклы по имени Роберт восходит к началу 1900-х годов, когда мальчику по имени Юджин Роберт Тото, слуга, работавший в доме родителей мальчика, подарил единственную в своем роде куклу ручной работы.
Дом, в котором жил Юджин, теперь называется домом художника, а был построен между 1890 и 1898 годами. Хоть подарок и казался обычной матерчатой куклой, вскоре Роберт оказался вовлеченным в странные и несколько ужасающие события. Первый намек на то, что происходит что-то необычное, был однажды ночью, когда Юджин, которому было всего 10 лет, проснулся и обнаружил, что кукла Роберт сидит в конце кровати и смотрит на него. Через несколько мгновений его мать проснулась от криков мальчика, взывающих к помощи, и звука переворачиваемой мебели в детской комнате. Юджин звал на помощь, умоляя мать спасти его. Когда женщина наконец смогла открыть запертую дверь, Роберт сделал это, было единственными словами, которые смог произнести мальчик. Это же выражение впоследствии использовалось много раз на протяжении всего детства, когда происходило что-то странное, таинственное или разрушительное. Причастен ли к этому Роберт? Никто точно не знает, почему и как эта детская игрушка могла нанести ущерб детской спальне или вообще что-то сделать. В конце концов, это была всего лишь игрушка. Верно. Но странное и необъяснимое не закончилось на этом происшествии. Родители Юджина часто слышали, как их сын наверху разговаривал с куклой и получал ответ совершенно другим голосом. Они даже сообщали, что видели, как кукла говорила и как менялось выражение его лица. Сообщалось также о хихиканье и наблюдениях за Робертом, бегущим вверх по ступенькам или смотрящим в окно наверху. Кукла Роберт продолжал жить с Юджином на протяжении всей своей жизни. Юджин повзрослел и женился на девушке по имени Анна, а кукла продолжала находиться рядом. Роберту даже выделили отдельную комнату наверху, где было окно, выходящее на улицу. Ане было неуютно из-за нахождения куклы Роберта в доме, и она просила мужа, чтобы тот запер куклу на чердаке. Юджин уступил, и, как можно было догадаться, кукла была не в восторге от своих новых апартаментов. Вскоре домочадцы стали слышать шаги на чердаке и дьявольское хихиканье. Соседские дети сообщили, что видели, как Роберт наблюдал за ними из окна в спальне наверху, и рассказали, что кукла фактически издевалась над ними, когда они шли в школу. Когда Юджин услышал это, он сразу же отправился проверить услышанное, зная, что запер Роберта на чердаке, и он никак не мог сидеть у окна спальни наверху. Но к его полному шоку, открыв дверь в спальню, он обнаружил Роберта, сидящим в кресле качалки у окна. Мужчина несколько раз запирал Роберта на чердаке, но каждый раз обнаруживал его снова сидящим у окна в той же спальне наверху. Новый ребенок для куклы. Юджин Ота умер в 1974 году, и когда в дом на Итон-стрит въехал новый владелец, их 10-летняя дочь была рада найти на чердаке куклу Роберта. Но ее восторг быстро угас. Скоро она заявила, что Роберт живой и причиняет ей боль. Она часто просыпалась посреди ночи с криком от страха и говорила родителям, что Роберт ходит по комнате. Вскоре куклу Роберта отдали в дар музею Восточного форта Мартелла, куда многие люди со всего мира приезжают посмотреть на него. Действительно ли Роберт одержим? Многие считают, что странное поведение куклы кроется в том, кто изначально отдал его Юджину Ота, а именно слуга. Эта женщина якобы подверглась жестокому обращению со стороны своих начальников, и считается, что в наказание она прокляла куклу с помощью вуду и черной магии. Это могло бы объяснить множество загадочных и пугающих переживаний, которые дети пережили с куклой Робертом, но если так, то почему не закончилось преследование после смерти владельца? Никто точно не знает. Но одно остается неизменным – кукла Роберт продолжает насмехаться и пугать тех, кто приходит посмотреть на него в музее. Многие сообщали, что их камеры выходили из строя, когда они пытались сфотографировать Роберта, но снова начинали работать, когда они покидали музей. Кукла Роберт сидит внутри стеклянного ящика, но это не мешает ему причинять страх и дискомфорт сотрудникам музея и посетителям. Сотрудники сообщают, что выражение лица Роберта меняется, они слышат демоническое хихиканье и даже видели, как Роберт подносит руку к стеклу. 5.
Проклятие Бхангара – история самого известного города-призрака Индии, который запрещено посещать после заката. Заброшенный город Бхангар считается самой посещаемой мистической локацией Индии. Его прошлое таит в себе массу темных тайн и загадок, привлекающих любопытных туристов. Почему некогда процветающий город опустел за считанные часы, какие легенды связаны с его проклятием, и действительно ли его посещение после захода солнца смертельно опасно? Построенный в XVI веке город Форт Бхангар на протяжении многих десятков лет был процветающей точкой на карте Индии, в нем активно велась торговля, развивалось ремесленное производство, строились храмы и дворцы, в которых проживали представители знатного рода Качваха. Но однажды город полностью опустел и навсегда остался призраком. Согласно легенде, Бхангар был проклят, а все его жители исчезли буквально в одночасье. История Бхангара берет свое начало. В 1573 году город был построен Бхагавантом Дасом, представителем династии Качваха, для своего сына Ман-Сингха I. Поначалу локация, которая сегодня имеет столь зловещую репутацию, активно развивалась и росла. Сын основателя Бхангара построил на территории города одноименный форт, ряд храмов, включая индуистские храмы божеств Гопинатха, Шивы, Ханумана, Ганеши, роскошный дворец, торговые ряды. При этом, согласно древней легенде, земля, на которой был основан Бхангар, ранее принадлежала могущественному аскету по имени Гуру Балу Надх. Перед началом масштабного строительства Ман-Сингх I попросил у того разрешения для постройки и получил его, но с условием того, что тени от зданий не должны падать на жилище старца, а иначе город ждет ужасная трагедия. Сын Бхагаванта Даса послушался старца и вел строительство таким образом, чтобы здания не были слишком высокими, и это помогло. В те времена город был процветающим центром торговли и ремесла, а его население составляло около 10 тысяч человек. Но в 1614 году Ман-Сингх I умер, и управление городом перешло к его наследнику, который был не столь умен и талантлив, как его отец. К тому времени на близлежащих территориях начали активно разворачиваться войны за новые земли. Сын Ман-Сингха I не смог противостоять армии своего главного врага, правителя города Джайпура Савай-Джай-Сингха II, в результате чего Бхангар был насильно присоединен к территориям завоевателя. Новый правитель был весьма амбициозен и хотел нарастить мощь города. Несмотря на предостережения местных жителей, он стал возводить более высокие сооружения, укрепил форты и стены дворца, тень от которых теперь падала на место, где некогда жил Балу Надх. Согласно легенде, проклятие старца осуществилось, и город начал быстро приходить в упадок, торговля увядала, жители страдали от голода и болезней, а враги Савай-Джай-Сингха II то и дело совершали набеги на Бхангар. Так продолжалось несколько лет, пока однажды город не опустел в одночасье. Сегодня историки не могут дать однозначного ответа, действительно ли все население Бхангара исчезло в считанные часы, и что стало тому причиной. Однако местные жители выдвигают свои версии произошедшего, каждая из которых по-своему страшна. Согласно одной из теорий, в городе произошел некий природный катаклизм, в результате которого население было вынуждено спешно покинуть свои жилища, бросив скот, личные вещи и сбережения, что было равносильно погибели, поскольку шансы вновь обрести нажитое сводились к нулю. Согласно другой, жители Бхангара погибли от голода, а третья версия гласит, что вражеская армия на протяжении нескольких дней пыталась осадить стены города, а затем, когда воины прорвались внутрь, они расправились с правителем и его семьей, а также убили всех обитателей, после чего город навсегда остался призраком. Впрочем, существует и другая легенда, связанная с падением Бхангара. Она гласит, что в городе проживал колдун, практиковавший черную магию, и однажды он увидел принцессу Ратнавати, которая славилась своей невероятной красотой. Очарованный маг решил подложить своей возлюбленной приворотное зелье. Согласно альтернативным версиям, это было масло для тела, но принцесса раскусила его и бросила пузырек на огромный валун у дворца.
Черная магия сработала и убила колдуна, но перед смертью он успел наложить на город проклятие, которое невозможно разрушить даже в наши дни. Конечно, не все верят в страшные легенды о колдунах и злобных старцах, но репутация проклятого города-призрака говорит сама за себя. Сегодня Бхангар является одной из самых посещаемых мистических локаций Индии, а местные жители, избегающие тех мест, рассказывают об ужасающих событиях, произошедших в окрестностях. Так, несмотря на официальный запрет на посещение Бхангара в ночное время, установленный археологической службой Индии, однажды несколько энтузиастов решили зайти на территорию города после захода солнца. Поначалу все было хорошо, но вскоре один из смельчаков стал уверять остальных в том, что слышит зловещие голоса и видит призрачные фигуры, а после упал в глубокий колодец, который появился буквально из ниоткуда. Его удалось спасти, однако по пути в больницу все трое участников экспедиции попали в автомобильную катастрофу и погибли. Неизвестно, насколько эта история правдива, однако обитатели близлежащих территорий и большинство туристов верят в ее подлинность, что только закрепляет за Бхангаром его жуткую репутацию. Другой случай связан с призраком мальчика, которого группа туристов увидела в городе в ночное время. По их словам, дух ребенка прятался в доме без дверей, но с массивными решетками на окнах, и его появление заставило всех путников немедленно покинуть окрестности Бхангара. Примечательно, что местные жители объясняют потустороннюю активность тем, что на территории проклятого города заключены души всех его почивших жителей, были ли они прокляты аскетом или черным магом, после смерти их нематериальные сущности не смогли покинуть Бхангар и теперь вынуждены вечно скитаться по городу в поисках отмщения. Именно по этой причине ни один местный житель ни за что не отправится в город после заката. Несколько лет назад власти Индии хотели направить туда патруль, чтобы доказать отсутствие призраков, но даже несмотря на внушительный гонорар, который был обещан добровольцам, никто не согласился отправиться в Бхангар после захода солнца. Еще одна мистическая странность связана не с призрачными обитателями города, а со строениями, которые в нем находятся. Многие туристы, прибывавшие в Бхангар, отмечали, что ни у одной из построек нет крыши. Как оказалось, местные власти неоднократно пытались отреставрировать город, но как только строительство крыши завершалось, она тут же обваливалась еще больше, разрушая сохранившиеся дома. Местные жители полагают, что эта странная особенность города связана с проклятием аскета Балу-Надха. Не желая видеть высокие постройки даже после своей смерти, он сделал так, чтобы строительство ни одной из них не могло быть завершено. Сегодня город-призрак продолжает привлекать любопытных туристов, которые мечтают своими глазами увидеть проклятый Бхангар и его духов. Некоторые из них убеждаются, что все истории и легенды, связанные с этой локацией, являются лишь слухами, другие уверяют, что в городе действительно ощущается присутствие неких темных сил, а третьи и вовсе говорят о том, что даже в дневное время слышали в его окрестностях крики, шепот, пение и душераздирающие стоны. Так или иначе, опустевший город-призрак, чья история окутана тайнами и мистикой, навсегда останется одной из многочисленных загадок нашей планеты, разгадать которую вряд ли когда-либо получится. 6. В арабском городе-призраке живут джинны. Это место находится к югу от города Рас-Аль-Хайма, в Объединенных Арабских Эмиратах, и представляет из себя давно заброшенное поселение, которое застыло во времени, как насекомое в янтаре. Место называется Аль-Джазират Аль-Хамра, что переводится как «Красный остров». Основали его в начале XIX века местные арабские племена, которые начали ловить на берегу моря жемчуг и продавать его торговцам. Поначалу это была скромная рыбацкая деревня с ветхими хижинами, но к началу XX века тут уже проживало более 2500 человек, и по морю плавал, так сказать, флот из 25 крупных рыбацких лодок. В период своего расцвета это был шумный морской порт, но он пришел в упадок в 1920-х годах с крахом торговли, в основном из-за появления культивированного жемчуга, и город начал ветшать, а люди начали уезжать отсюда
в активно строящейся Абу-Даби. В 1968 году город был полностью заброшен. С тех пор город-призрак Аль-Джазират Аль-Хамра заработал репутацию таинственного места, где происходят странные события и где поселились древние духи из арабских преданий, джинны. Может показаться, что этот городок находится где-то в очень удаленной части ОАЭ, но это не так. На самом деле город-призрак буквально вплотную окружен многочисленными курортными городками, отелями и торговыми центрами. Но никто из них, словно по некому негласному соглашению, не покушается на брошенную землю Аль-Джазират Аль-Хамра. Многие посетители близлежащих курортов даже не подозревают, что буквально в 2 шагах от них существует это забытое место, застрявшее во времени, с примерно 400 зданиями, включая мечети, торговые лавки, полуразрушенные форты, старые сторожевые башни, а также жилые дома. Многие из коралловых и глиняных зданий все еще обставлены мебелью и разложены, как будто они ждут людей, которые никогда не вернутся. Возможно, именно эта жуткая атмосфера, эти пустые здания и извилистые лабиринты узких улочек привели к многочисленным рассказам о сверхъестественном в Аль-Джазират Аль-Хамра, и он стал известен как место с привидениями, которые местные жители крайне тщательно избегают. На протяжении десятков лет люди сообщают о разнообразных странных явлениях, от безобидных до ужасающих. Обычное явление тут – это почти невыносимое ощущение, что за вами наблюдают из тени, или ощущение, что кто-то стоит прямо там, когда нет ничего, кроме теней. Есть также сообщения о таинственных огнях в жилищах или о теневых фигурах, скрывающихся вокруг. Как ни странно, отсюда очень часто поступают сообщения о кошках, которые переходят улицу только для того, чтобы раствориться в воздухе. Есть также блуждающие холодные точки и внезапные чувства крайней паники и страха, которые, кажется, приходят из ниоткуда. Тем не менее, самая популярная история из этого города-призрака – это рассказы о джиннах. Джинны – это сверхъестественные существа из ранней доисламской арабской мифологии и теологии, которые сильно отличаются от популярного образа из таких фильмов, как «Аладдин». Арабские джинны имеют куда больше общих черт с демонами, и чаще всего они изображаются злобными существами, хотя технически они не являются ни добрыми, ни злыми по своей природе. Хотя местные предания об этих существах сильно различаются от региона к региону, их очень часто считают обманщиками и повинными в несчастьях и болезнях, а также способными принимать облик людей и разных животных. Многие жители стран Ближнего Востока до сих пор искренне верят в существование джиннов, а жители ОАЭ часто рассказывают истории о джиннах, поселившихся в Аль-Джазират Аль-Хамра. Есть также истории о том, что джинны всегда жили в этих местах. Один пожилой рыбак по имени Саиф Рашед когда-то сам жил в Аль-Джазират Аль-Хамра и однажды поведал журналистам следующее: «Я родился в море и посидел в море. Расскажу вам несколько историй. Когда я спускался ловить устриц для жемчуга, джин хлопал в ладоши. Нас они тоже били, и мы от этого падали в обморок под водой. Мы их никогда не видели, просто слышали их. Раньше они были в форме рыбы, как хамура. Если вы прикоснетесь к ним или они приблизятся к вам, вы наэлектризуетесь». По словам других местных бывших ныряльщиков за жемчугом, нередко они теряли сознание из-за джиннов, после чего другие читали молитвы, пока жертву вытаскивали на берег. В других случаях ныряльщик мог быть одержим джинном, отвечая на вопросы высоким тонким женским голосом. Другие рассказы местных жителей заключаются в том, что джинны принимали форму говорящих животных, таких как козы или кошки, причем животные иногда превращались в другую форму, прямо на их глазах. Были случаи, когда джинны преследовали людей или пытались украсть у них жемчуг, и в этой конкретной деревне джинны, как говорили ныряльщики, часто появлялись на воде или в глубине. Один отставной ныряльщик за жемчугом так говорил об этом: «В Джазирате много джиннов. Джинны есть повсюду, везде, но мы видим их в основном на поверхности моря, голых, с разрезанными глазами и шрамами. Они такие пугающие. У тебя волосы встают дыбом. Можно подумать,
что эти рассказы о джиннах преследуют лишь одну цель – быть приманкой для туристов, однако на самом деле местные жители очень не любят лишний раз говорить о джиннах посторонним, считая это дурной приметой. Рассказы их лишь случайно попадают в западную прессу. В последние годы, как говорят, джиннов тут стало в разы меньше. Якобы их отпугивают любопытствующие, которые часто приезжают сюда на шумных автомобилях. 7. Плакли – самая посещаемая деревня с призраками в мире, согласно книге рекордов Гиннесса. Несмотря на то, где вы живете, недалеко от вас обязательно есть дом с привидениями или место, где происходит какая-то непонятная чертовщина. И всегда любители всего мистического и сверхъестественного ошиваются поблизости в надежде хоть мельком увидеть блуждающего призрака, услышать таинственный шепот или почувствовать леденящий душу холод. А теперь представьте себе обычную деревню, где все улицы и дома заселены призраками. Добро пожаловать в Плакли, самую обычную английскую деревушку, расположенную недалеко от Эшфорда, Англия. Это тихое и спокойное место может похвастаться просто-таки разнообразием потусторонних сущностей. Здесь можно встретить призрачного директора, умирающего разбойника, сгоревшую цыганку, а также проносящуюся через всю деревню фантомную карету, запряженную иллюзорной лошадью. Большинство сверхъестественного, происходящего в этом месте, связывают с семейством Деринг, лордами поместья с 15 века и до Первой мировой войны. Во время гражданской войны лорд Деринг спасся от захвата сил Кромвеля, выпрыгнув в окно. Позже, вернувшись, он перестроил свой особняк и в знак своего спасительного побега построил все окна в одном стиле, что тут же было скопировано во всех домах деревни. Сам особняк сгорел в 1951 году, но многие дома на улицах деревни, сверкая одинаковыми окнами, все еще напоминают о, так сказать, великом побеге лорда. В 1989 году книга рекордов Гиннесса назвала Плакли самой посещаемой в стране деревней с 12 привидениями. Причем население самой деревни чуть больше 1000 человек. Жители рассказывают такие вот легенды о своих потусторонних соседях. Призрачная инсценировка битвы между неизвестным разбойником и полицейским в уголке страха. Разбойник был убит мечом и приколот им к дереву. Призрачный школьный учитель, чье тело обнаружили, повешенным в переулке Дики Басса, где его тело и можно увидеть все еще висящим там. Призрак цыганки, чью туманную фигуру можно увидеть на мосту Пинок-Бридж. Легенда гласит, что она сгорела, заснув с трубкой, которую курила. Призрак дамы эпохи Тюдоров, которая, по всей видимости, была любовницей члена семейства Деринг и умерла, наевшись ядовитых ягод. Так называемый кричащий лес, расположенный неподалеку от Плакли, также часто посещают потусторонние сущности, и оттуда доносятся крики мужчин и женщин, которые там скончались. Маленькая церковь, построенная норманнами во II веке и поменявшая название несколько раз, наполнена жуткой атмосферой, несмотря на красоту строения и убранства. Здесь обитают призраки леди в красном и леди в белом, также можно услышать непонятный шум, исходящий от стены, увидеть странный мерцающий свет. Даже в местном пабе обитает свой полтергейст, который перемещает предметы, прячет кошельки, а находясь в хорошем настроении, даже помогает с уборкой. Говорят, что в доме Грейстоунс, который раньше назывался коттедж приходского священника, обитает призрачный монах. Но его не видели с тех пор, как название изменили. Грохочущая карета появляется в районе Мальтманс-Хилл. Деринг Армс, бывший охотничий домик, встречает призраком старушки в викторианском платье, которая выглядит настолько естественно, что ее часто принимают за живого человека. Темную призрачную фигуру мельника Миллера Ричарда Дики Банса видят на месте его бывшей мельницы в преддверии грозы. Ведь его мельница сгорела в результате удара молнии в 1939 году. Ферму Элви часто посещает человек-фантом, оставляя после себя навязчивый запах горящей пряжи или шерсти. Что самое интересное, местные жители не настолько озабочены непосредственным соседством с призраками, чем нашествием туристов, охотников за привидениями, которые наводнили деревню в поисках сверхъестественного. В 2008 году
Репортер The Telegraph Франческа Хойлс решила провести в Плакле целый день и ночь, чтобы собрать материал для статьи и оценить ситуацию изнутри. Но ничего сверхъестественного с ней так и не произошло. Зато она была просто очарована местными видами и самой деревней. Она писала: «Плакли – воплощение традиционной английской деревни, и она слишком красива, чтобы напугать». 8. Дорога призраков в Шотландии. Странные животные, люди, неожиданно возникающие перед автомобилями и также внезапно исчезающие, а еще безглазый человек на костылях – все это лишь немного из того, что происходит на дороге А-75 в Шотландии. Это привело к тому, что дорогу стали называть не иначе, как «дорога призраков». Самый странный случай. Для братьев Дерека и Нормана Фергюсонов все началось, когда в их лобовое стекло влетела курица. Без сомнений, это было удивительное для них событие, учитывая, что они ехали по шоссе в полночь, в лесу. Неистово махающая крыльями курица, птица, которую редко кто видит в полете, вылетела из пелены освещенного фарами мрака и полетела прямо в лобовое стекло автомобиля. Фергюсоны уже приготовились к воздействию от удара птицы по стеклу, ожидали услышать стук и увидеть, как тело курицы размажет от столкновения, а само стекло треснет. Но ничего из этого не произошло. Не возникло никаких трещин, не разлетелись в стороны никакие перья, но что еще хуже, не было никакого толчка. Прямо у братьев на глазах курица исчезла. Однако прежде чем Дерек и Норман успели облегченно вздохнуть, произошло еще одно странное событие. Прямо на машину побежала головой вперед какая-то старуха, отчаянно размахивая при этом руками. Может быть, она гналась за своей курицей, которую потеряла в полночь в лесу. Она исчезла раньше, чем братья смогли отреагировать и свернуть в сторону, чтобы не сбить старушку. Но тут, откуда ни возьмись, появился мужчина. И хотя старуха таинственным образом исчезла, создавалось полное впечатление, что он бежит за ней. За ним последовала целая группа из всех возможных видов животных: кошек, собак, овец, коз и опять-таки кур. Они тоже исчезли. Фергюсоны, мягко говоря, были обескуражены. Все это безумие продолжалось не более 30 секунд. Когда все закончилось, братья остановились, чтобы перевести дух. В этот момент температура воздуха резко упала, и машина начала медленно раскачиваться взад и вперед. Дерек вышел из машины, ожидая чего угодно, но машина застыла на месте, как только его нога коснулась земли. Дерек вернулся в машину, и братья увидели, как на них на высокой скорости несется огромный грузовик. Он тоже исчез. Это произошло в 1962 году, и это было далеко не первое и не единственное странное событие, случившееся на участке дороги Кинмаунт-Стрейт. На дороге, которая считается самой призрачной во всей Шотландии, а возможно и во всей Великобритании. История дороги А-75. Дорога Кинмаунт-Стрейт более известна под названием А-75. Эта длинная и обдуваемая ветрами дорога считается очень опасной. На проклятом участке, протяженностью примерно в 24 километра, между городами Аннан и Дафрис. Из-за такой репутации ее называют «дорогой призраков». Существуют бесчисленные свидетельства автомобилистов о встречах с призраками и различными паранормальными явлениями на этом участке дороги. Среди этих свидетельств есть рассказы о паре, мужчине и женщине, которые, держась за руку, переходят дорогу прямо перед несущимися автомобилями. Они исчезают прямо перед ударом или через секунду после столкновения. Также есть неоднократные сообщения о мужчине с красным верхом, который прыгает на одинокие автомобили и исчезает при ударе. Также есть сообщения о странных и жутких существах. Одним из наиболее жутких привидений на трассе А-75 является человек с мешком на голове. Он стоит на дороге, протягивая руки к водителям. В руке он что-то держит. Одни говорят, что это старая тряпка, другие утверждают, что это кусок веревки. На этого призрака похож еще один человек на костылях. Проезжая мимо него, люди могут рассмотреть, что у него нет глаз. Некоторые говорят, что у него пустые глазницы,
а некоторые утверждают, что на месте глаз у него просто натянута кожа. Невозможно описать всех призраков и существ, которых можно встретить на дороге Кинмаунт-Стрейт. Стоит еще упомянуть, что эта дорога считается самой опасной в Шотландии по количеству несчастных случаев и смертей, происходящих здесь. Также дорога пролегает через старинный район, и есть предположение, что на этом участке в глубокой древности пролилось немало человеческой крови. 9. Култхара – деревня-призрак в Раджастане. Култхара – название заброшенной деревни в округе Джайсалмер индийского штата Раджастан, основанной примерно в XIII веке. Когда-то это была процветающая деревня, населенная браминами Поливала. Но в начале XIX века деревня была заброшена по неизвестным причинам. Среди возможных приводится истощение водоснабжения, землетрясение, а также зверство министра штата Джайсалмер Салима Сингха, о которых сложили легенду. Согласно легенде, злые глаза Салима Сингха, могущественного и развратного премьер-министра штата, упали на дочь главы деревни, и он захотел насильно жениться на ней. Он пригрозил жителям деревни тяжкими последствиями, если они не выполнят его желание. Вместо того, чтобы подчиниться приказу тирана, жители 85 зданий покинули свои родовые дома, перед уходом наложив на Култхару проклятие, согласно которому никто и никогда не сможет поселиться в их деревне. Интересно то, что огромное количество людей с домашним скотом и пожитками покинули родные дома всего за одну ночь. Никто не знает, куда они пошли, их просто не стало. Также говорят, что людей, пытавшихся остаться здесь на ночь, прогоняли странные паранормальные явления. В настоящее время деревня Култхара является объектом культурного наследия. В последние несколько лет в поселке ведутся масштабные ремонтные работы. Большая часть старого маленького храма, расположенного посреди группы домов, сейчас отреставрирована. В 2015 году правительство Раджастана решило активно развивать деревню как туристическое место. Оказавшись в таком древнем и, так сказать, мистическом месте, может стать интересно проверить действительность паранормальных явлений, приписываемых этой пустынной ныне деревне, но индийские гиды очень торопятся покинуть это загадочное место до наступления темноты, видимо, не желая встречи с таинственными духами-призраками. Все-таки многие индийцы действительно верят в такие вещи, а вы бы остались переночевать в проклятой деревне Култхара. 10. Горы суеверий. Легенда о золотом руднике голландца. Горы суеверий – это горная цепь в штате Аризона, США, расположенная в 64 километрах к востоку от города Феникс. Сухой осыпающийся гравий и острые зубчатые скалы враждебно встречают тех, кто отважится подступиться к этой горной цепи. В людском сознании за этим местом закрепилась грозная и пугающая слава. Название одного края этой горной гряды в переводе с языка апачи означает «гора, которую не следует тревожить». Апачи чтут гору суеверий как священное место. Тем не менее, тысячи авантюристов за последние 200 лет устремлялись и устремляются в поисках баснословных богатств к холмам, окружающим эту горную цепь. Цель их поисков – золотой рудник голландца. Но многие из этих искателей приключений вместо вожделенного золота нашли свою смерть в этих горах. Первоначально гора суеверий носила название на испанском языке Сьерра де ла Эспума – пенные горы, но со временем за этим странным и таинственным местом закрепилось его нынешнее название, как нельзя лучше и отчетливее, отражающие суть этой области на Земле. Легенда о пропавшем золотом руднике голландца родилась в XIX веке. Этот рудник в 1840-х годах разрабатывался семьей Перальт. Рассказывали, что их трудам положило конец нападение апачей, которые защищали свои священные земли. Согласно легенде, семья Перальт уже приготовила ослов и навьючила на них седельные сумки, набитые золотом, когда случилось нападение индейцев. Апачи увели животных с собой, а сумки, буквально лопавшиеся от драгоценного металла, сбросили, словно в подарок тому, кто случайно их обнаружит.
На протяжении нескольких лет карты местности с указанием рудника, будто бы хранившиеся в семье Перальт, переходили из рук в руки от одного старателя к другому. И все же золотой рудник так и не был обнаружен, пока в тех краях в середине 1860-х годов не появился немец Якоб Вальс по прозвищу Голландец. Вскоре прошел слух, возможно благодаря пьяной похвальбе самого Вальса, что он обнаружил золотой рудник семьи Перальт. Многие пытались проследить за голландцем, чтобы выяснить местоположение рудника, но никому этого не удавалось. К тому же партнер Вальса и еще несколько близких к нему людей умерли при весьма странных и загадочных обстоятельствах. После смерти голландца в 1891 году легенда о потерянном золотом руднике еще больше распространилась и обросла новыми подробностями. Джулия Томас, соседка Вальса, которая ухаживала за умирающим старателем, уверяла окружающих, что перед смертью тот рассказал ей о копьях с 2 кварцевыми жилами, содержавшими самородки почти чистого золота. Более того, Джулия Томас утверждала, что Якоб Вальс открыл ей секрет местонахождения рудника вблизи одиночного пика под названием Игла Ткачей. Другие приметы искомого места были весьма поэтичны и туманны. Место находится там, куда падает тень от иглы ткачей, в 4 часа пополудни, а порой заходящее солнце освещает золото так, что его блеск виден сквозь ущелье. Джулия Томас, несмотря на все попытки отыскать золото, умерла, так и не найдя золотого рудника голландца. Зато ее указаниям последовали десятки тысяч старателей. Одним из них был Адольф Рут, правительственный чиновник, вышедший на пенсию, которому попалась одна из карт семьи Перальт. В 1931 году Адольф Рут добрался до ранчо у подножия горы Суеверий, спросил о местонахождении иглы ткачей. Хозяин ранчо и 2 старателей показали дорогу и помогли Руту разбить там палатку. После этого от него ничего не было слышно. Позднее в густых зарослях кустарника нашли его череп с 2 пулевыми отверстиями. В ходе дальнейших поисков было обнаружено и его тело. Карта Перальта исчезла. Возможно, Адольфа Рута убил некто, охотившийся за картой. А может быть, он нашел золотой рудник голландца не в одиночку, и убийца или убийцы не пожелали делиться. Последняя версия основывается главным образом на записях, сделанных рукой Рута, в блокноте, найденном рядом с его скелетом. В блокноте сохранились отрывочные пометки и латинская крылатая фраза, когда-то произнесенная Юлием Цезарем: «Пришел, увидел, победил». В последующие годы практически каждый поиск золотого рудника голландца заканчивался трагически. Люди погибали при весьма странных обстоятельствах, будучи истерзанными или обезглавленными. Обросшие зловещими слухами горы, усеянные костями и пролитой кровью, они стали называться горы Суеверий. А поток желающих отыскать таинственную золотую жилу так и не прекращается. Даже в наши дни на поиски золотого рудника голландца ежегодно отправляются около 8 тысяч человек. Как уже отмечалось ранее, многие из них находят в горах Суеверий свою погибель. Так, в 2010 году 3 молодых людей из Юты ушли в горы в поисках золота голландца. Спустя некоторое время они перестали выходить на связь. Организованные родственниками поиски не принесли результатов. Был найден лишь их автомобиль, оставленный у подножия горы. И лишь спустя год, в 2011 году, их тела были случайно обнаружены в одном из ущелий. Их внезапная гибель до сих пор остается загадкой, и еще большее число людей заставляет поверить в проклятие золотого рудника голландца. Американский писатель Эрл Стэнли Гарднер, автор популярных детективных романов про Перри Мейсона, исследовавший эту местность в 1960-е годы, дал будущим золотоискателям такой совет: не ходите в горы Суеверий в одиночку. Прихватите с собой оружие и смотрите в оба. 11. Ведьмин лес под Брянском с уродливыми деревьями и глохнущей техникой. Несколько лет назад в сети заговорили о необычном лесе, который находится недалеко от Брянска и который местные жители прозвали Ведьминым лесом. Этот участок леса, размером примерно 600 метров на 3 километра,
расположен рядом с поселком Синезерки и в первую очередь характерен тем, что там очень много деревьев с уродливо искривленными стволами. Эзотерики говорят, что такие деревья растут в геопатогенных зонах, где плохая энергетика. Ученые, в свою очередь, не видят в этом ничего необычного и считают, что деревья потому искривлены, что лоси слишком активно объедают у молодых деревцев кору и ветки. При этом селян пугают не только деревья. Рассказывают, что в ведьмином лесу регулярно слышат странные голоса, видят таинственные летающие огоньки и даже встречают призраков. Местный житель Дмитрий Гокин выложил в соцсеть несколько фото кривых деревьев из ведьминного леса и рассказал, что тут постоянно гнетущая тишина, птицы не поют, машины глохнут, а телефоны отключаются. Если поискать по ведьминому лесу больше информации, то можно найти байки о том, что когда-то давно в этот лес приходили колдуньи и оставляли там всякие колдовские штуки с негативной энергией. И что даже в наше время они приезжают сюда со всей России, чтобы у себя дома такие предметы не хранить, ведь это опасно. Кто-то даже видел подозрительные тряпичные мешочки, висящие на деревьях, самодельные куклы, платочки, броши, узелки и ленточки. Предупреждают, что касаться руками этих вещей опасно. На людей этот лес действует, не просто угнетающе из-за страшных темных деревьев, но также у них начинается головокружение, головные боли и в целом недомогание. И даже звери избегают этот участок леса. В местной газете «Десница» однажды опубликовали статью о ведьмином лесе, в которой обозвали его вотчиной лешего и заявили, что этот лесной массив уникален по масштабу искривленных деревьев. Есть теория, что тут так много негативной энергии не из-за ведьм, а из-за того, что в этом лесу в годы Великой Отечественной войны шли тяжелые бои и умерло очень много солдат с обеих сторон. А вот как описал свои впечатления один из туристов, чья группа осмелилась не только зайти в ведьмин лес, но и заночевать там. Кажется, что некая неведомая сила извратила стволы некогда могучих исполинов, превратив несокрушимых хранителей леса в чахлых и злобных существ, обреченных на вечные страдания. И ни человеческая, ни земная тишина. По ночам в этом месте совсем иная тишина, веяние чуждого нам сознания и чуждой нам жизни. Настолько чуждой, что при соприкосновении с ней в сознании образуется пугающая смесь из непонимания и омерзения. А потом поднялся ветер. Странный ветер. Он дул как будто со всех сторон одновременно, и негде было укрыться от его цепких пернатых крыльев. Ветер не был холодным, но от его невидимых прикосновений кожу начинало жутко морозить, как будто ее касались кусочками льда. И вместе с ветром пришло осознание того, что здесь мы реально лишние, это место не для людей. Это место для мучительного забвения, перед которым не могут устоять даже вековые деревья древнего леса. Те, кто заинтересовался этим местом и хотел бы туда съездить, имейте в виду, что автобусы туда не ходят, так что либо ехать на поезде из Брянска до железнодорожной станции Синезерки около 40 минут, а оттуда пешком несколько километров топать к лесу, либо если от Москвы, то ехать по дороге М5, Рязанское шоссе, или Р-105, Егорьевское шоссе. 12. Таинственная гора Уррака, на вершине которой находится портал между мирами. На севере американского штата Нью-Мексико находится небольшая столовая гора Уррака, с которой связано множество странных историй, легенд и баек. Вокруг этой горы на протяжении тысяч лет селились разнообразные племена индейцев, навахо, апачи, пуэбло, они же анасази, и в фольклоре каждого из них гора указана как место, где постоянно происходят странные и пугающие вещи. Особенно много рассказов повествуют о внезапном загадочном исчезновении племени Пуэбло несколько сотен лет назад. Даже историки до сих пор не знают, что с ними случилось. Либо их перебили другие племена, либо они поспешно бежали, в страхе перед кем-то, или, в общем, гипотез много. Шаманы же рассказывают, что в те времена на вершине Уррака произошла яростная битва между людьми и злобными сущностями из подземного мира. И множество людей погибло в той битве, в том числе все анасази,
прежде чем люди все-таки победили и загнали духов обратно под землю, а вход запечатали. Якобы с тех пор где-то на вершине Уррака находится скрытый портал в какой-то иной мир. И найти его почти невозможно, потому что он невидим обычному человеку. Но время от времени оттуда все-таки что-то просачивается. В 2003 году в сети стала популярная история туриста, который отправился в одиночку на вершину Уррака, поставил там палатку и заснул. Ночью его разбудил сильный ливень, и когда он выглянул наружу, чтобы посмотреть на стихию, то его глазам предстало совсем иное и куда более пугающее зрелище. Он увидел, как примерно в метре от земли появилась вертикальная синяя линия, которая затем рухнула как занавес, и из этого портала выскочили всадники на лошадях, по виду похожие на классических индейцев из старых вестернов. Турист был жутко напуган и в панике побежал, куда глаза глядят, бросив все свои вещи. А потом врезался в ограду от скота из колючей проволоки, сильно поранился и едва не истек кровью до смерти. По его словам, что стало с теми всадниками потом, он не знал. Также в сети время от времени появляются сообщения от других любопытных туристов, которые отваживаются подниматься на вершину Уррака. И они рассказывали, что видели там старого индейского шамана, в том числе иногда светящегося синим светом, или плавающие в воздухе шары синего цвета. В книге Майкла Коннелли «Всадники в небе. Призраки и легенды скаутского ранчо Филмонт» рассказывается о том, что в районе горы Уррака неоднократно видели табун призрачных лошадей, а еще на горе в 1940-х годах пропал бесследно мальчик-скаут. С тех пор туристы иногда сообщали о призрачном силуэте мальчика в скаутской форме, который по вечерам громко плачет и пытается подойти к их костру. А когда люди пытаются помочь ему, мальчик стонет «я не могу» и исчезает. Также были сообщения о наблюдениях на вершине Уррака так называемых демонических существ, в том числе черного как смоль человечка, ростом с 7-летнего ребенка, который навязчиво следит за туристами, прячась за деревьями. Другие утверждали, что им попадались странные люди в несовременной одежде, а также животные, внешний облик которых выглядел не совсем обычно. Есть даже мнение, что портал на горе Уррака своим сильным энергетическим полем влияет на генотип местных животных и растений, изменяя их, уродуя и калеча. Аномалии Уррака пытались изучать и серьезные ученые. В 1968 году сюда приезжал геолог Лео Мисаки, который выяснил, что тут очень много железа и магнетита, что, возможно, может объяснить, почему тут так часто видят молнии во время гроз, а также природу загадочного голубого свечения в воздухе. Однако Мисаки в конце концов пришел к выводу, что нет простого объяснения этим геохимическим аномалиям. На той части горы, которая имеет форму высокой и почти ровно вертикальной скалы, имеется множество геоглифов, оставленных тут многие века назад местными индейцами. Увы, в сети найти фото этих рисунков не выходит, но утверждается, что на некоторых из них изображены странные нечеловеческие существа. 13. Замок Шарлевиль. Замок Шарлевиль – это один из наиболее часто посещаемых замков в Ирландии. Об этом замке ходят жуткие истории. Шарлевиль был заброшен много лет, но когда местные рабочие начали ремонтировать здание, их стали беспокоить духи, обосновавшиеся здесь. На огромной лестнице в замке часто видели призрак девушки по имени Харриет, которая случайно погибла здесь, упав с лестницы. Посетители замка чувствовали холод при ее появлении, поднимаясь по лестнице. Многие посетители утверждали, что видели, как она скатывается с лестницы, прямо как в тот момент, когда она погибла. Иногда с ней видят маленького мальчика. Люди слышат детские голоса в детской комнате, даже несмотря на то, что этой комнатой давно не пользуются. Дочь нынешнего владельца Шарлевиля рассказала свою жуткую историю столкновения с призрачными детьми. Она играла в прятки и залезла в шкаф. Призрачная маленькая ручка закрыла дверь шкафа и повернула защелку, закрыв ее внутри. Девочке пришлось звать на помощь свою мать, чтобы она выпустила ее. В другой раз девочка заблудилась в подвале Шарлевиля.
Когда родители нашли ее, она утверждала, что призрачная девочка взяла ее за руку и вывела в безопасное место. У смотрителя замка по имени Ричард Хейс также был странный случай в этом месте. Когда он лег в постель, он услышал шепот разговаривающих друг с другом людей. Он провел бессонную ночь, свернувшись калачиком на полу, со включенным светом и закрытыми дверями, потому что в замке в это время он был один. Вдоль дороги, ведущей к замку, растет много древних дубов. Один из них известен как Королевский дуб. Легенда гласит, что каждый раз, когда дуб теряет ветку, из-за погоды или из-за возраста, умирает один член семьи Шарлевиль. Полковник Чарльз Говард умер в мае 1963 года, через 2 недели после того, как дерево было практически полностью уничтожено ударом молнии. Замок Шарлевиль не раз показывали в различных ТВ-шоу. О нем рассказывают, как об одном из самых проклятых замков в мире. 14. Проклятый дом на бульваре Бен-Маймон. Это дом в Иерусалиме, стоящий на углу бульвара Бен-Маймон и улицы Ибн-Эзра, который считается проклятым. Иначе, как домом смерти его не называют. Старожилы говорят, что это страшное место, где многие нашли свой конец. Квартал Рехавия и особенно бульвар Бен-Маймон считаются престижными районами Иерусалима. Здесь, среди зеленых деревьев, стоят крепкие, красивые дома. Тишина и покой узких прямых улиц, цветники и аккуратные скверики привлекают сюда путешественников и богатых покупателей. Очень мало домов здесь пустует. Однако на бульваре Бен-Маймон есть один дом, в котором есть только одна жилая квартира, а сам этот дом считается проклятым. Проклятие дома началось в 1979 году, когда в нем произошел пожар и сгорело все внутреннее убранство. Всем жителям удалось спастись, кроме хозяйки дома, госпожи Аддета. Говорят, что она погибла, испытывая невероятные муки. Позже родственники госпожи Аддеты отремонтировали здание и начали сдавать квартиры в аренду. Однако вскоре в доме начали умирать люди. Смерть жильцов – обыденное явление, и в этом нет ничего странного, когда умирают старые, пожилые люди. В данном случае смерть настигала молодых и крепких людей. Без всяких причин. У кого-то обнаруживали онкологическое заболевание, кто-то умирал в автокатастрофе, кто-то просто умирал во сне. По городу поползли слухи, что дом проклят, и жители стали покидать проклятое здание. Один раввин заявил, что под домом находится древнее еврейское кладбище, и души умерших по ночам встают из своих могил и мстят живым за то, что те потревожили их сон. Однако местные власти не разрешили разрушить дом, чтобы проверить правильность его утверждений. Дом был признан культурным наследием, и такие здания по закону нельзя было сносить. Двухэтажный дом выкупил один адвокат, который начал строительство 3-го этажа. Однако по неизвестным причинам он не довел начатое до конца и перепродал здание богатому англичанину господину Розенбергу. Именно господин Розенберг и завершил строительство 3-го этажа. Для себя англичанин оставил квартиру на 1-м этаже, повесив на дверь большой оберег, призванный охранять хозяев от всего плохого. Остальные квартиры он выставил на продажу. Однако никто не желает жить в проклятом доме. Так и стоит это 3-этажное здание в живописном районе Рехавия, на бульваре Бен-Маймон, с единственной квартирой, которую населяют живые люди. 15. Загадочное исчезновение Джеймса Уорсона. Это мистическое событие произошло в Англии в конце XIX века. На глазах у нескольких свидетелей человек по имени Джеймс Уорсон буквально растворился в воздухе. Джеймс Берн Уорсон был сапожником, который жил в местечке Лимингтон, Уорикшир, Англия. У него был небольшой магазинчик. Он считался добропорядочным человеком, хотя, как и многие в те времена, в английских городах, увлекался выпивкой. Подогревшись спиртными напитками, он часто начинал глупые споры. И вот однажды, находясь в подпитии, он начал хвастать своей силой и выносливостью, и еще тем, какой он хороший бегун и спортсмен. Его хвастовство привело к спору, в результате которого он должен был пробежать до Ковентри и обратно, расстояние приблизительно в 64 километра.
3 сентября 1873 года Джеймс Уорсон отправился в путь в сопровождении 3 соглядатаев, мужчиной, с которым заключил спор, имя которого не сохранилось, и 2 своими друзьями, Бархамом Уайзом и Хаммерсоном Бёрнсом. Мужчины ехали за ним в повозке. Первые несколько миль Уорсон бежал легко, потому что действительно был очень сильным и выносливым. Мужчины ехали чуть поодаль, иногда равнялись с ним и перекидывались парой слов, подбадривая его. Вдруг, прямо посреди дороги, у них на глазах, Джеймс Уорсон споткнулся, издал душераздирающий крик и исчез. Он не упал на землю, а в буквальном смысле исчез, не долетев до земли, словно растворился в воздухе. Его товарищи тщательно осмотрели место, где он исчез, но никаких следов не обнаружили. Пробыв там бесцельно какое-то время, находясь в полном недоумении, 3 мужчин вернулись в Лимингтон и рассказывали эту удивительную историю. Впоследствии их арестовали, но они были на хорошем счету, всегда считались правдивыми людьми и на момент прибытия в город были трезвы как стеклышко. Они твердо стояли на своем, и никаких оснований не верить им у полиции не было. Тем не менее, мнение жителей об этой истории разделилось. Если они действительно убили Джеймса Уорсона и скрыли тело, тогда их история – это самый оригинальный способ замести следы в истории человечества. Пропавший Джеймс Уорсон так и не вернулся, больше его никто не видел. На этом я бы хотел закончить это видео с 15 тайнами мира, которые не оставят вас равнодушными. Ну и уже по традиции, для всех досмотревших этот ролик до конца, предлагаю узнать бонусный факт. Загадка, так сказать, призрачной воды, которая причудливым образом движется по полу на территории кладбища в Аргентине. В помещении на кладбище Бамбал, что на окраине аргентинского города Росарио, вот уже 3-й год происходит настоящая чертовщина. Вода, разлитая на кафельный пол, начинает двигаться сама собой, закручиваясь в причудливые узоры. Впервые это явление было замечено 30 октября 2022 года, прямо накануне Хэллоуина, 31 октября, и Дня всех святых, 1 ноября. Тогда женщина, мывшая пол, была сильно шокирована тем, как повела себя пролитая вода. Почти через год, 23 октября 2023 года, явление повторилось, и также оно случилось в этом году, но уже 6 сентября. В другие же дни года вода здесь ведет себя совершенно обычно. Сначала нам было страшно, но потом мы привыкли, говорит одна из сотрудниц кладбища. Люди, наблюдавшие странное поведение воды, утверждают, что это в самом деле что-то сверхъестественное, потому что вода двигалась не из-за ветра и не из-за наклонов пола. Также 2 сотрудницы уверяют, что это не розыгрыш. Кроме того, они заверили журналистов, что это не единственное паранормальное явление, которое они пережили в этом месте. Мы сами этого не видели, но наши товарищи наблюдали следующее: когда погода плохая, появляется человек в черном, машет рукой и уходит, говорят 2 сотрудницы кладбища. Вот такими у нас получились 15 тайн мира, которые не оставят вас равнодушными. На экране вы можете увидеть несколько комментариев из предыдущего ролика. Надеемся, вам понравился материал, который мы собрали для вас. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, делитесь своим мнением о ролике. Знали ли вы бонусный факт? Все это очень важно для нас и позволяет продолжать радовать вас новыми, надеемся, еще более интересными видео. Отдельно хочу поблагодарить всех поддержавших наш канал материально зрителей в это непростое время, их имена вы можете увидеть в описании ролика. Благодарю за просмотр этого видео и прошу подписаться на канал Книги, Истории, Факты, нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. Вам наверняка понравится. Я расскажу еще много интересного и познавательного. Прошу при возможности помочь каналу, заглянув в описание этого видео, и поддержать любым удобным способом. Ваши комментарии и то, что вы делитесь нашими видео в самых разных социальных сетях и мессенджерах, помогают развитию нашего канала и позволяют понять, что прилагаемые нами усилия не напрасны.